Каждый из нас привык думать, что вкус еды – это просто про удовольствие. Но в тибетской медицине все иначе. Вкус еды – это сигнал, который влияет на то, как работает наш организм, в каком состоянии гармонии находятся наши три доши – ветер, желчь, слизь, как реагирует на разные вкусы наши клетки. И это не разговор о модных диетах или ограничениях. Это древняя система, где каждый вкус – сладкий, кислый, горький, соленый, острый и вяжущий – имеет свою энергию и свои функции. Один может питать наш организм и давать силу, другой может очищать и защищать наши клетки, а третий при избытке может разрушать наш организм. Сегодня я вам расскажу, как вкус пищи формирует ваше состояние, формирует ваши привычки и почему осознанный выбор еды является первым шагом к правильному питанию. В тибетской медицине вкус является важным критерием выбора тех или иных продуктов в разных ситуациях. Например, если мы хотим подпитать свой организм, улучшить энергию, то выбираем продукты со сладким вкусом. А если хотим очистить, то выбираем продукты с горьким вкусом. И еще в тибетской медицине говорится о том, что вкусы может как успокаивать, так и возбуждать наши природные доши. Я много раз говорил о природных дошах, что с точки зрения тибетской медицины каждый человек относится к определенной доше, в зависимости от того, какая из энергий доминирует его в организме. Люди конституции ветра, конституции желчи и слизи. Вы можете посмотреть этот ролик здесь. Например, если человек конституции ветра, то его ветер будет успокаивать продукты со сладким, кислым и соленым вкусом. А другие три вкуса, горький, острый и вяжущий, будет наоборот возбуждать. А если человек конституции желчи, то желчь у этого человека будет успокаивать продукты со сладким, горьким и вяжущим вкусом. А вот кислые, соленые, острые вкусы будут возбуждать желчь. И человек конституции слизи, его слизь будет успокаиваться от продуктов острого, горького и вяжущего вкуса. Сладкие, соленые и кислые вкусы будут, наоборот, увеличивать слизь. Но не стоит догматизировать эти правила. Например, если вы человек конституции ветра, то не значит, что вам нельзя острые продукты. Это правило начинает работать тогда, когда у нас происходит дисбаланс, то есть возбуждение ветра, и мы теряем сон, начинаем постоянно тревожиться, беспокоиться. Тогда вы можете те продукты, которые усиливают ветер, те вкусы, то есть которые усиливают ветер, их уменьшить, но не полностью убрать, а уменьшить. А те продукты, которые обладают вкусами, которые успокаивают ветер, наоборот, чуть-чуть побольше сделать. Далее давайте разберем каждый вкус по отдельности. И вначале скажу, как формируются вкусы с точки зрения тибетской медицины. В тибетской медицине говорится о том, что вкусы формируются из сочетаний первоэлементов. И сами по себе первоэлементы не имеют вкуса. Это земля, вода, огонь, ветер и пространство. И вот начнем со сладкого вкуса. Сладкий вкус формирует сочетание первоэлементов земли и воды. А что дает природа из земли и воды? Рост, увеличение, энергию. Вот почему продукты, обладающие сладким вкусом, дают силу, дают рост, развитие. То есть те люди, которые страдают дистрофией и так далее, они должны больше есть эти продукты. Те люди, которые болеют, чтобы сохранить силы, больше есть эти продукты. В тибетской медицине говорится, сладким вкусом, продуктами сладкого вкуса должны питаться дети, пожилые люди, больные люди и люди, которым не хватает энергии. И очень важный момент, ремарку сделаю. Мы сейчас говорим о древней системе образования вкусов и как эти вкусы влияют на наше здоровье. И мы не можем иметь в виду в этом контексте кондитерские изделия, современные продукты, сладкие и так далее. Да? Нет, это только натуральные продукты, природные продукты, да? Органические продукты, которые обладают сладким вкусом. Это на самом деле зерновые продукты, цельнозерновые. Это мясо, вот как ни странно. Это сладкие все продукты, которые фрукты, напитки какие-то сладкие. Ну и сахар. И в тибетской медицине написано, что продукты сладкого вкуса не только
укрепляет и питает организм, но и удлиняет жизнь, улучшает регенеративные свойства организма, да, ускоряет затягивание ран, плюс успокаивает ветер, изгоняет лишнюю желчь. Поэтому людям конституции ветра и желчи сладкие продукты подходят. И сладкие продукты еще улучшают восприятие. То есть, когда мы едим сладкие продукты, у нас возникает обострение когнитивных наших способностей, внимание, ум наш начинает быстрее работать. В то же время избыток сладкого порождает накопление слизей, что приводит к угнетению энергии огня, тепла, к ожирению, к лени, к апатии, малоподвижности и так далее. И забирает или истощает жизненную энергию огня. Поэтому людям конституции слизи сладкое можно, но в меру. Второй вкус – это кислый вкус. К ним относятся такие продукты, как квашеная капуста, гранат, цитрусовые, апельсин, грейпфрут, лимон, йогурты, кисломолочные продукты и некоторые виды сыров. Кислый вкус порождается из сочетания первоэлементов огня и земли. Поэтому продукты, которые обладают кислым вкусом, обладают свойствами огня и земли. Гранат – это продукт горячего свойства. При этом там много микроэлементов, железа, например, который питает. В земле же железа много и так далее. Вот. Продукты с кислым вкусом порождают тепло, улучшает аппетит, улучшает переваривание пищи, даже улучшает слюноотделение, улучшает желудочный сок, то есть концентрацию, да. Кислотность увеличивает по-другому, если так понятно сказать. Заряжает энергией и освобождает ветер. То есть это означает, что успокаивает ветер. А вот избыток продуктов кислого вкуса может привести к раздражению печени, желчного и желудка, что может привести к увеличению желчи, крови, как в тибетской медицине говорят, да? Жар крови усиливается по-другому. И это может привести к обострению воспалительных процессов. Человек может стать более раздражительным, гневливым. И в тибетской медицине говорится, что люди конституции желчи и слизи, особенности желчи, нужно быть осторожным с продуктами с кислым вкусом. А вы же желчь, верно? Да. А вам нравится кислый? Не так уж сильно нравится, но я люблю квашеную капусту и его использую именно в виде клетчатки, источника и так далее, но он разжигает аппетит, когда ем еду с квашеной капустой, действительно вкуснее становится, лучше, веселее есть. Третий вкус, наравне со сладким, эти два вкуса первостепенные вкусы. Это соленый вкус. Соленый вкус формируется из сочетания элементов воды и огня. Именно поэтому к продуктам с соленым вкусом, кроме соли, относят морепродукты. Морепродукты, они же рождаются в воде, при этом это живые организмы, обладающие природой огня. Какими свойствами обладают продукты соленого вкуса? Согревает тело, то есть дает тепло, удерживает влагу, очищает, я имею в виду вытягивает. В тибетской медицине так и написано, что соленое вытягивает затвердевшие, застрявшие и закупорившиеся. То есть очищает. И еще продукты с соленым вкусом разжижает слизь, но при этом он удерживает слизь. Из-за этого слизи не очень хорошо людям конституции слизи. И расслабляет. То есть так как задерживает жидкость, жидкость же она расслабляет наш организм, питает, и поэтому расслабляет, помогает растяжению тканей и так далее. Именно поэтому ветром людям, которые склонны к напряжению, соленые полезны. А при избытке соленого, как со всеми вкусами, первый – это, так как удерживает влагу, вызывает отеки и тем самым может повышать давление. И из-за этого может потеряться силы, энергии тела. Конечно, влияет на наши почки негативно, разрушает наши суставы, преждевременно может вызвать старение кожи, появление морщин. И в тибетской медицине написано еще и соленые приводит к облысению, поседению. Четвертый вкус – горький. Он образуется из сочетания первоэлементов воздуха и вода. К продуктам, обладающим горьким вкусом, относятся зелень, куркума и полынь. Горький вкус считается очищающим в тибетской медицине. Например, продукты горького вкуса улучшают аппетит, очищает лимфу и очищает организм после интоксикации. Но это не говорит о том, что если вы отравились чем-то, нужно пить полынь или куркуму.
Здесь в другом смысле имеется в виду. Также горький вкус уменьшает жар и воспаление. И особенно горький вкус хорошо очищает жидкости в нашем организме. Это кровь, лимфа, клеточные, межклеточные жидкости. И поэтому, когда мы в еде употребляем продукты с горьким вкусом, мы как бы включаем те механизмы внутри организма, которые отвечают за очищение. Вот зелень, почему их полезно говорят? Надо есть. Вот куркуму, я почему говорю все время с черным перцем и так далее употребляю? Потому что мы тем самым очищаем. И, конечно, нужно с этим и пить достаточное количество воды. Вот если вы фанат очищения, хотите все время очищать свой организм, пожалуйста, вот в рацион своего питания ежедневно добавьте большое количество зелени и добавляйте по вкусу, смотря как реагирует ваш желудочно-кишечный тракт, куркуму, чуть-чуть с щепоткой черного перца. Вот и вам будет очищение. Намного лучше, чем вы будете делать клизму, пить какие-то детокс-соки и так далее. Это постоянное, ежедневное очищение. А вот избыток продуктов с горьким вкусом приводит к потере силы. Это говорит о том, что если вы будете питаться только зеленью, вы потеряете силы. Помимо зелени надо есть мясо, продукты со сложные углеводы и так далее. Пятый вкус. Острый или жгучий. Этот вкус образуется из первоэлементов воздух с огнем, поэтому продукты эти, все специи, имбирь, кардамон, корица, карри, черный перец, базилик, красный перец, жгучий, корейский и так далее, все они обладают острым жгучим вкусом и обладают природой огня и воздуха. Вот вы же замечали, когда вы едите острую еду и начинаете при этом учащенно дышать, это намного хуже, чем если вы немного выпьете горяченького чая, теплый. И холодную воду ни в коем случае не нужно пить. Какие полезные свойства острова? Первый, конечно, дает тепло, разжигает энергию огня, улучшает аппетит, улучшает переваривание еды. Вот особенно продуктов, которые обладают сладким вкусом, мясо, например, и еще другие питающие продукты. Если туда добавить жгучий и острый вкус, тогда эти продукты начинают быстрее усваиваться. Тем самым они дают и раскрывают быстрее свои свойства нашему организму. И не задерживается на долгое время в нашем организме и не дает больше энергии, чем нам нужно. Жгучий вкус помогает улучшить иммунитет, профилактировать разные простудные заболевания. Вот говорят, поймал холод. Если поймал холод, то нужно прибегнуть к продуктам жгучего вкуса, острого вкуса. Тогда холод уходит из организма. И в тибетской медицине говорится о том, что жгучий вкус, он сжигает или удаляет из организма слизь. Поэтому этот вкус очень хорошо подходит людям конституции слизи. А вот людям ветра, особенно желчи, не очень хорошо подходит, потому что это разжигает, наоборот, желчь особенно, и может возбуждать ветер. Избыток жгучего острого вкуса может привести к потере сна, перевозбуждению, к тревожным каким-то расстройствам, потому что возбуждается ветер, перегреть организм, особенно огонь пищеварения, тем самым обострить какие-то воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта. Переизбыток жгучего может высушить организм, тем самым вызывать сухость во рту, сухость на коже, постоянно какую-то сухость в глазах и так далее. Это тоже бывает. Поэтому будьте осторожны с острыми продуктами. Шестой. Вяжущий или терпкий вкус. И этот вкус формируется при сочетании первоэлементов земли и воздуха. Поэтому эти продукты обладают этими свойствами. К ним относятся хурма, чай, незрелые плоды, и вообще все продукты, которые обладают вяжущим вкусом. В тибетской медицине считается, что вяжущий вкус обладает успокаивающим, уменьшающим воспаление свойствами. При этом вяжущий вкус и продукты с вяжущим вкусом очень благотворно, хорошо влияют на слизистую оболочку желудка, пищевода и так далее, потому что он ускоряет заживление язв и ран. И вообще, это не имеется в виду какая-то язва. Если язва образовалась, конечно, надо обращаться к врачу. Имеется в виду профилактика той же язвенной болезни желудка, если вы будете время от времени есть хурму. И еще одно хорошее свойство продуктов с вяжущим вкусом – это очищение кожи. Многие люди, наверное, ищут продукты, которые очищают кожу. Вот
продукты с вяжущим вкусом очищают кожу изнутри. Вот, например, чаи. Особенно зеленые сорта чаев. Вы можете посмотреть, у меня есть ролик про чаи. Они обладают очень хорошими, сильными антиоксидантными свойствами. Эти продукты на самом деле, с точки зрения тибетской медицины, написано, что очищает кожу. Именно очищает изнутри. А вот избыток вяжущего вкуса может привести к скапливанию слюны, может высушиться каловой массой, тем самым привести к запорам, а также может вызвать вздутие в животе, снизить силы, привести к стягиванию в сухожилиях, то есть в связках. А теперь я вам дам 5 практических советов, которые вам позволят вообще ориентироваться во всей этой информации, которую я вам дал. Первое. В тибетской медицине всегда здоровье – это стремление к балансу. В контексте вкуса это баланс вкуса. Второе. Один вкус никогда не должен доминировать, иначе он становится вредным. И еще, когда один вкус доминирует, он приводит к развитию и закладыванию привычки. Вот, например, люди говорят, я люблю сладкое. И все время сладкое есть. И когда он ест сладкое, первое время может небольшое количество сладости удовлетворяет его потребности и желания, а дальше все больше хочется. И человек становится сладкоежкой, получает все последствия от этого. Или горько, или остро и так далее. И вот я могу рассказать на примере себя. Кто не смотрел ролик про мои недостатки, посмотрите, будет интересно. Пристрастие у меня к острому вкусу. Но это пристрастие сформировалось, так как я родился в Китае все острое едят и так далее, все время к любой еде что-то острое добавляют, и привычка заложилась. И до сих пор я борюсь с этой пристрастием, как привычкой, и хотя мне по моей конституции острое нельзя, и я даже чувствую, как мне становится плохо, когда я перебарщиваю с этим вкусом. Часто ловлю себя на том, что если на столе, где бы я ни находился, увижу что-то острое, специи или какую-нибудь аджику, обязательно добавлю. Третье, которое исходит из второго. Пристрастие к какому-либо вкусу может рассказать о нашем организме многое, о недостатках нашего организма, о недостатках нашего образа жизни и питания. Четвертое. Вот вам задание. В течение недели или месяца проанализируйте свою тарелку. Есть ли баланс вкусов? Вот мы до этого делали белки, жиры, углеводы. Это примерно то же самое, только с точки зрения тибетской медицины, по вкусам. Достаточно ли количество в вашей тарелке горького вкуса, вяжущего вкуса? Но сладкое и соленое я не говорю, потому что это первовкусы, они всегда есть, да? И острого вкуса. Здесь ко вкусам мы должны относиться не так, мне приятно или неприятно, я люблю или не люблю, а именно в балансе, гармонии. Посмотрев этот ролик, вы должны уяснить и понять только вот этот момент, что вкусы, они должны быть сбалансированы. И вот 5-й совет, это даже просьба. Вы уже досматриваете этот ролик, понимаете, что такое вкусы, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, к какому вкусу больше всего вы притягиваетесь. И почему вы используете этот вкус? И к чему приводит именно любовь к этому вкусу? И как влияет, по вашему мнению, этот вкус на ваше здоровье? Будет интересно. Это интересно, вы напишите, многие люди напишут, вы же будете читать и записи других людей. И мы все будем формировать представление, правильное представление о вкусах. Потому что вообще эта тема о вкусах тибетской медицины, она одна из самых сложных тем. Доши не так сложны, как вкусы. Потому что если в эту тему вкусы углубляешься, очень сложно, но при этом очень интересно. Когда вы это будете знать, вы все равно будете по-другому относиться к продуктам питания. А наше отношение говорит о нашей осознанности выбора. А осознанный выбор – это зачастую бывает правильный выбор. Будьте здоровы! А чтобы понять, что такое доши с точки зрения тибетской медицины, посмотрите этот ролик.